Всем салют! Сегодня сделаю общий обзор по питомцам. Отвечу на некоторые вопросы, которые часто задают. Отдельно о каждом питомце. Потом постараюсь сделать видео. И разобрать уже отдельно каждого, кому подходит, какому герою лучше, какому хуже и тому подобное. Питомцы у нас есть трех видов. Золотые, фиолетовые и синие. Соответственно, отличаются тем, что чем проще питомец, тем меньше нужно опыта на поднятие уровня. И самое главное, это количеством слотов под навыки. У синих 1 слот, у фиолетовых 2 и у золотых таких 3 слота. Это очень важный показатель у питомцев, потому что навыки очень хорошие. Можно собрать именно подборку, сделать такую, что очень усилит вашего героя. Вот. Тут уже каждый будет подбирать себе, в зависимости от того, как он играет, какими юнитами и какой стратегией использует. Но вот золотые питомцы, конечно, в этом плане выигрывают. Помимо того, что у них есть 3 навыка, у них еще есть хороший свой навык родной, да. У каждого золотого питомца он, в принципе, на порядок лучше, чем у фиолетовых или синих. В процентном отношении тому, что они дают. Вот, поэтому при выборе того питомца, которого будете развивать, нужно очень тщательно все взвесить, потому что этот выбор, в принципе, сродни выбору героя, которым будете играть, да. То есть, если вы не обладаете каким-то экстра донатом, да, и не сможете, естественно, прокачать всех питомцев по максимуму, нужно отнестись все взвесив к выбору, потому что перекачивать, переделывать очень трудно, очень дорого. И даже не столько поднять звезды или вкачать уровень, да, как именно вот навыки, прокачка навыком после того, как убрали опыт с домов монстров, это очень сложный процесс. Собрать навыки трудно, да, то есть вы ждете в магазине, пока выпадут. Отсюда могут выпасть навыки, но они выпадают очень редко. Золотые навыки вообще крайне редко выпадают. Единственное место, да, где их можно добыть, это вот в магазине. Но здесь тоже выпадают навыки очень редко нужные, да, и чтобы собрать один, уходит много времени, а потом его прокачать оказывается еще сложнее. Поэтому старайтесь избегать того, что вы ставите какой-то навык, прокачаете его там до 8-10 уровня, да, взяв, к примеру, какого-то синего зверька, который легко качается, легко собирается звезды, а потом окажется, что как бы это не то, что вы хотели, да, и вы начнете качать золотого и достанете навыки. Навыки достаются очень просто, но при этом теряется значительная часть опыта, который очень трудно добывается. Если вы качаете какой-нибудь золотой навык у фиолетового питомца, да, то потом, достав его, вы потеряете очень много опыта, который будет очень трудно добыть. Поэтому нужно все взвешивать. Навыки у нас есть разные, боевые, есть для развития навыки, вот, завоевать и развить, да, то есть вы тут все, я думаю, уже все почитали, посмотрели. Соответственно, как я делаю, я золотым питомцам ставлю золотые навыки, фиолетовым ставлю фиолетовым, потому что ставить золотые фиолетовым я не считаю нужным, потому что, да, игра рассчитана на долгий период, да, то есть я как бы, если вы пришли там в нее поиграть до 20 уровня, да, многие так играют, заходят, играют, поднимают ратуши до 18-20 уровня, пока там начало мира, воюют, потом бросают, переходят на следующий сервер, да, то есть здесь актуально будет прокачать какого-нибудь Вервульфа, там Зайца, ставить ему навык какой-нибудь боевой и им играть, типа такого. Вот. Но если вы планируете играть долго, или вы уже находитесь на 30 уровне, соответственно, у вас прокачанные герои, то вам понадобится не один питомец золотой, желательно. Соответственно, на это уйдет время. Поэтому ставить золотые навыки
фиолетовым питомцам я бы не рекомендовал, потому что, да, вы гораздо быстрее можете докачать его до 10 звезд, особенно это касается вот сына леса, так как он проще всех качается, в принципе, да, но у него будет 2 навыка, и, возможно, когда вы упретесь, все будет у вас прокачано, вы возьметесь за прокачку золотых питомцев и сможете увидеть, что здесь гораздо выгоднее, да, и лучше. Он с ним воюет, ваш герой может воевать, потенциала больше, и вам придется перекачивать. У каждого питомца есть таланты, ветки таланта очень похожи, у некоторых есть индивидуальные ветки. Вот есть ветка, только у нее талантов физический. Но на самом деле все эти ветки, прокачки веток, здесь нужно обращать ваше внимание в первую очередь на ветки вот с такой пометкой. И когда вы прокачиваете этот талант, он распространяется на всех ваших героев, независимо от того, находится этот питомец у него или нет. То есть, и вот у вас повысится физатака с жизни на 1,5% с каждой прокачкой. Вот мантикора вот у меня вкачана, да, тут можно посмотреть. Вот 3 раза я прокачал и получил бонуса 4,5%, который повысил физатаку и физзащиту. Вот. И это можно сделать уже на 6 звездах. Полностью, конечно, прокачивается только на 7. Но 3 из 5 уже на 6 прокачал. Если вы прокачали, например, ветку, и она вам не понравилась, вы хотите сбросить, это все очень просто. Вот. Сброс. Для этого покупается письмо. Самое выгодное покупать его в магазине Арены, но нужно ждать, да, там есть скидки до 10%. Вот я это письмо купил за 30%. Гораздо дешевле, чем покупать в магазине испытания воина, да, там он стоит, по-моему, 80 единиц, да, то есть мы нажали, сбросилось, все, у нас есть 32 очка таланта. И все, можно потом прокачивать ветку, которая вам нравится. Вот. Но нужно смотреть, если вы хотите дойти до этого таланта, нужно качать именно те таланты, которые ведут к нему. Если вы сделаете отклонение сюда или сюда, то, естественно, вам не хватит очков. Какие качать? Стоит ли вообще качать, вот, например, синих питомцев, да, то есть, если посмотреть то, что они дают, на начальном этапе развития, конечно, это будет интересно в какой-то степени. Но заяц, он очень интересен тем, кто много атакует, вводит свой союз там в атаке, сам атакует мобилизациями, да, у него ветка командир, она в основном рассчитана на мобилизации. Но помимо всего прочего, да, на 6 звездах мы можем дойти веткой таланта вот до его главного таланта и повысить лидерку на 4. Немного, но это повышается всем героям. На 7 звезде полностью она прокачается. Вот. Здесь еще вот это хороший талант. Но это нужно 7 звезда. Не все питомцы, всех питомцев можно до 6 звезде докачать до их главного таланта. Если брать Цербера, да, который предназначен для того, чтобы там в основном собирать, охотиться, да, то есть если вы начинаете игру или находитесь где-то на средней стадии игры, когда у вас еще не одеты все герои в 10 звезд, очень интересный питомец, когда вам нужно бить по 100-200 монстров в день, то есть смысл, да, докачать его до 7 звезд. На 7 звезде откроется вот этот талант, который даст вам возможность сэкономить единицу тонуса. Но Цербер легко качается, он очень много где попадается, в разных ивентах его дают. Да и так вот в магазине постоянно проскакивают его фрагменты, или же когда в могильнике призыв делаете, тоже очень много церберов выпадает, там по 3, по 4 фрага, вот его дают много. И можно прокачать
соответственно, сократив ту зелень, которую нужно потратить на единичку, это в принципе окупится со временем. Но если же вы находитесь на стадии уже более прокачанной, где вы постоянно воюете, естественно, тратить эти ресурсы на Цербера я бы не рекомендовал. То есть лучше прокачивать боевых зверей, потому что там будет каждый фраг на счету, нужно только туда будет вкладывать, чтобы как-то их поднять там до 7 звезд проблематично, а поднять на 8 звезд, да, когда нужно 100 фрагментов, ну это не так просто. Поэтому тратить свои силы на синих питомцев стоит, если вы только на начальной стадии. Они вам могут помочь своими талантами, там, собирать ресурсы чуть-чуть, улучшать академию, ускорить. Но все равно стоит все взвесить, потому что прокачка золотых питомцев, которые будут вам помогать в бою, гораздо выгоднее. Лучше прокачать золотого, который даст вам возможность ходить грабить соседние замки, чем прокачать фермерского и сидеть, собирать там ресурсы. Это в разы менее выгодно, потому что с войны можно добыть больше всего. Ограбили соседа, забрали все, что он там своими синими питомцами насобирал, и все, и вы довольны. Он нет. Ну, такая вот игра. По поводу выбора золотых питомцев, здесь я сделаю обзор по ним, по каждому. Постараюсь рассказать максимально все, что уже собралось, знания, которые за этот промежуток времени, когда у нас питомцы. И там уже вы для себя сможете сделать выбор, какой питомец подходит именно вашему герою, который вы качаете. И также там уже более подробно поговорю про навыки, потому что навыки тоже каждому свои заходят. Есть, конечно, такие вот универсальные навык, как повышающий урон для юнитов Б и А ранга, да, то есть если вы находитесь на той стадии игры, где у вас нет еще, ну, в основном вы не воюете еще Б рангом, да, там, или А ранг там вам не влазит, да, в основном там С ранг, Д, там до 26 ратуши, но все равно стоит все-таки собирать именно этот, потому что у вас проходной период, пока соберете, пока прокачаете, да, уже и зайдет вам и Б ранг, подымите героя, подымите звезды и будете уже использовать Б ранг. А талант этот, навык этот очень хороший, на 10 уровне дает 25%, соответственно, это очень много. Вот 25% дает золотой. Это как, если вот прокачивать какую-нибудь вторую девушку, да, или вот новую шестую пиратку, да, они дают по 20%. Здесь будет давать 25%. Да, только Б и А рангу, но все равно. В основном все равно на высоких левелах воюют только ими. Редко когда применяют ранг ниже. Поэтому все нужно взвешивать, все смотреть, читать и делать выбор. Потому что питомцы качаются не быстро, но на самом деле, да, то есть и не так медленно. То есть если это уделить этому внимание, они довольно-таки быстро растут. Сейчас делают много ивентов, в которых можно добывать золотые фраги. В Укромке вот нам давали за победу поражения золотые фрагменты, что позволяло нам прокачивать. Сейчас за VIP дают фиолетовые, там золотые, в зависимости от того, какой у вас VIP. Соответственно, это ускоряет их прокачку и дает возможность нам прокачивать простым игрокам и золотых питомцев. Поэтому относитесь к этому очень серьезно, чтобы потом не перекачивать, потому что все это очень накладно. Вот я собираю на 7 уровень, здесь нужно 280 тысяч опыта, то есть опыт очень тяжело дается. В основном там можно его с дракона выбить, но тоже там нужно куча попыток, чтобы его побить, нужно куча золота, тонуса. Тонус нужно тоже брать за золото. Соответственно, не все так просто. А выбить там, как бы сходить 30-40 попыток в день, получить тоже там за это порядка 25-30 тысяч опыта с дракона. Ну, сами видите, сколько раз надо так ходить и сколько это в золотом эквиваленте выйдет. Можно крутить, конечно, злого дракона на опыт, но я к этому пока отношусь
ну, с осторожностью, потому что у меня много всего не прокачанных, и тратить прокруты злого дракона на опыт навыка питомцев я пока себе не могу позволить. Может, в дальнейшем будущем, конечно, придется только так и качать, когда там будет 8-9 уровень. Ну, я очень надеюсь, что вернут в дома монстров, хотя бы один день сделают, и где в домах монстров будет падать опыт, как раньше. На этом все. Всем счастливо.